Всем привет! В этом видео покажу, как можно изготовить самые такие простейшие ножны для своего инструмента. В частности, это будет нож такого японского типа. На данный момент осваиваю его в работе, и в принципе будет возможность попрактиковаться. Нож от мастера идет уже с ножнами. В принципе, что-то подобное получится и у нас. То есть мне нравится сам формат этих ножен без различных там ремешков, застежек. Именно в мастерской такой вариант, мне кажется, самый оптимальный. Единственное, что я немножко изменю сам принцип сборки и чуть-чуть там добавлю как бы проставку вот сюда в конструкцию. Ну и кожа будет использоваться чуть потолще, то есть это вот ременная кожа толщиной 3 мм с такой фактурой будет использована. И для проставки я еще использую 2 мм такую кожу. Для начала нам нужно нарисовать лекало. Как я это делал, в общем, взял кусочек картона такого более-менее плотного, вот, приложил его, сейчас даже покажу, вот, к примеру, кусок пластика, приложили, так он, как у нас здесь вот на ноже есть скос, то есть таким вот образом, потом скосу приложил, ручкой обчертил, и потом от этой линии еще сделал по сантиметру, вот, по сантиметру сделал отступ. Дальше нам нужно вырезать две такие заготовки. Вот так совпало, что ширина этой полоски как раз вот получается такая же, как и ширина нашего лекала, поэтому здесь только остается приложить и вот здесь обрисовать, обчертить контур. Вот. Обчерчивая шилом, можно обрисовать там стержнем этим специальным. Но в общем я сейчас стараюсь работать шилом, если допустим кожа позволяет и остаются на ней следы, работать шилом, потому что так более точно получается. Вторую заготовку нам нужно сделать не такую же, а перевернуть. Лекало перевернуть и сделать ее как бы изнанку. Вот. Здесь. Здесь. И вот так вот еще. Вот. Сейчас вырежем. И еще нужно будет две полоски шириной 1 сантиметр вот сюда вот в эту часть, чтобы можно было их наклеить как две проставочки. Значит, вот эти вставки, полосочки я сделаю шириной 9 мм, чтобы они не слишком вот, тык в притык зажимали нам лезвие ножа, когда будем садить его в ножны. Вот. И толщина кожи 2 мм, тоже чуть тоньше, чем само лезвие ножа, чтобы он как бы плотнее усаживался. Заметил, что мне этим ножом неудобно работать с линейкой. То есть я сейчас делаю себе, как бы начерчиваю такую направляющую и по ней веду. Вот. И мне таким образом удобнее вырезать заготовки. Нож хорошо наточен. 3-миллиметровую кожу вообще режет без каких-то там заминок. Вот эти
вот эти вот острые углы, чтобы они потом как-то там не задирались, в общем, не загибались, я их таким образом просто скруглю. У меня есть шаблончик. Вот. Приложили радиус самый минимальный. Здесь 5 миллиметров. И вот и все. А теперь, когда детальки уже у нас готовы, нужно наклеить наши вот эти вставочки на одну из деталей. Для этого я отмерю 9 миллиметров, сделаю вот такую отметку. Ну, в общем, чтобы ускорить процесс. Это делаю не под линейку. Вот таким вот образом. Клеить буду экосаром. Вот такое у него обозначение. Есть он у меня отлитый в более мелкую тару. Но я сейчас ту баночку, он у меня как раз закончился, помыл. Вот, поэтому будем использовать с большой. Вот так вот наносим. В принципе. Тонким слоем. Здесь очень много его наносить не нужно. Наносим только там, где будем наклеивать наши накладки. Наносим и на те же накладки тоже нужно, и на обе детали, в общем, нужно наносить его. Даем немножко подсохнуть, чтобы клей стал прозрачным, и можно наклеивать. Так, одну. Наклеиваю таким образом, чтобы вот эти остатки можно потом было по контуру срезать. Вот. Ну еще можно, так чтобы лучше держалось, вот так вот чуть продавить. Наши вставки я укоротил, подрезал по контуру основной детали, как видите, здесь и здесь. Здесь тоже вот зачистил под склейку. Теперь следующий этап, это нам нужно сделать, учесть вот этот тут спуск у ножа. И его тоже сделать у самих ножен. То есть, если нам, допустим, этот спуск не делать, то нам сюда тоже нужно делать вставку. Но я хочу сделать спуск, чтобы нож плотнее садился, чтобы его сами ножны как бы зажимали. Как это сделать? Значит, у нас спуск где-то 1,5 сантиметра. Вот. Мы вкладываем его в основную деталь. И вот от лезвия ножа до края основной детали еще сантиметр. То есть спуск сам нужно делать, начинать делать где-то вот 2,5 сантиметра от края основной детали. То есть ширфуем так вот под углом сюда в ноль эту и эту наши вставочки. По ширфовке запишу отдельное видео. Сейчас просто как бы в таких вот условиях не совсем подходящих попытаюсь показать, как это все может работать. Вот. Так, не с руки мне. Так.
как и здесь, тоже желательно вывести это все дело в ноль. С руки. Вот. В этом вопросе очень важно, чтобы нож был хорошо заточен. Так, что у нас получается? У нас получается здесь такой спуск и здесь. То есть, когда мы накладываем эту деталь, здесь уже не будет щели. Получится вот такой загиб, как по сути и форма нашего ножа лезвия. Вот. А дальше вот в этих местах, которые мы потом не сможем уже сюда подлезть, снимем фаски. Снимаю, получается, вот от наших вставок с внутренней части, со стороны бахтермы, на этих двух детальках. Здесь уже вот отмечено, допустим, где у нас будет вклеиваться эта деталь. То есть отсюда, от начала. Вот. С лицевой стороны фаски сейчас не снимаю. То есть делаю биговку, и эта фаска у нас, получается, она сама как бы заворачивается нашим квизером. Приобрел себе спиртовку, даже несколько, вот тестирую, какие лучше в работе на данный момент. Сейчас вот такая вот металлическая, она как бы лучше всего подходит для работы. Вот. У стеклянной там самая бюджетная у нее, ну я потом расскажу, в общем, может тоже покажу ее в обзоре в каком-то. То есть лучше брать, конечно, металлические. С ними проще работать. Так, вот немножко нагрели. Можно взять кусочек кожи какой-то вообще отдельный, попробовать, как у нас получается биговка. То есть все нормально, подогрели и бигуем. Даже, наверное, сделаем следующим образом. Вот здесь я сделаю биговку, а пока дальше не буду делать, это мы ее потом добавим, когда уже подрежем, там зачистим, когда уже склеим наши детали, тогда сделаем биговку на всем как бы изделии. Ага, и вот здесь еще момент, видите, теперь сюда нужно делать какую-то вставочку, потому что кожа прогибается и уже сложно. Сейчас все быстренько. Вот так вот сделаем. Может, даже биговку нужно было изначально сделать, а потом уже все остальные операции. Торцами я уже закончил работу. В конце покажу полный как бы этап, как я их обрабатываю, чтобы сейчас не затягивать время. И поставил свой оттиск. То есть эти детали, они уже в принципе готовы к склеиванию. Так, детали склеились. Что-то захотелось мне на всем этом изделии скруглить углы. В общем, может, сделал ошибку, не знаю, в конце увидим. Теперь все стороны я вот так вот наждачечкой подровняю. Радиусы эти немножко сделаю
более плавные, потому что еще не умею ножом вырезать их более-менее такими уже готовыми. Все равно приходится все править. Маленькие радиусы я кризером не поворачиваю. То есть делаю, провожу линию, вот там, где линии встречаются. Но в принципе от этого радиуса там, 5 миллиметров они как раз встречаются посредине нашего вот этого радиуса поворота, посредине угла. Так, пару слов по самой разметке, по самому этому шву. В общем, здесь фишка именно в углах. То есть я как делаю, не знаю, правильно это или неправильно, в общем, как это делаю я. То есть я разметку начинаю с каждого угла, вот, а потом уже, к примеру, смотрю там и стараюсь более-менее распределить равномерно дальнейшие вот эти вот отверстия, но начинаю я с каждого угла. И еще такая фишка, вот мне писали, что правильно, чтобы вот это вот, видите, отверстие, вот это вот под шов, оно было наоборот, оно было вот таким, чтобы оно не как бы не разрезало наш угол, а как бы проходило его. То есть тогда нить, она как будто бы вот идет по кругу. Мне, допустим, и такой вариант нравится. Этот шов получается такой более строгий, допустим, вот как я сейчас сделал разметку. Потому что здесь угол будет ровный, там 90 градусов нить ложится. А если, к примеру, пробойники перевернуть и начать разметку вот таким вот образом, таким, то нить, она как бы будет чуть-чуть здесь поворачивать, что тоже, в принципе, приемлемо. Это уже как бы на вкус и цвет. Так как здесь большая толщина, естественно, нету смысла загонять сюда пробойник, чтобы он расширял там слишком наши отверстия. Вот. Я делаю наметку. Насколько там пробойник зайдет. Вот. Если несколько слоев, там, допустим, пару и не из толстых, то я пробиваю насквозь. Так, получили разметку, такую, которая не сквозная, да? И теперь берем шило и докалываем уже. Докалывать лучше вот такой вот карковой подложке. Если кто из Украины покупал такой брусочек в эпицентре. Хотя есть у меня там и китайский, я заказывал. Вот.
После прошивки можно наш шов продавить, там простучать. Но у меня нету такого специального молотка там гладкого. В общем, я шов обычно вот так вот продавливаю. Продавил, и как мы видим, линия биговки, она уже менее явная. То есть по итогу я еще раз пройдусь кризером. Вот, сделаю более четкой эту линию. Не успел закончить запись при дневном свете, поэтому сейчас уже у нас вечер. Концовку запишу таким вот с ламповым светом. Ну, думаю, все будет и так ясно. Значит, сами ножны у нас уже собраны. Биговку я еще раз продублировал, то есть сделал более явной. Осталось только доработать торцы, в принципе. Финишировать, наверное, ничем не буду, потому что все равно буду сам этим всем пользоваться. И как бы, а кожа это воски, она плохо впитывает, поэтому не знаю. А притуры наносить точно не буду. То есть закончим с торцами. Что я делаю? Значит, как я дорабатываю торцы? Есть у меня клей СМС в баночке. Перед тем, как его наносить, вот, допустим, если у нас много слоев кожи, как вот здесь вот 3, я сначала выравниваю, там где-то ножом подрезаю, если слишком выступает слой какой-то кожи, и потом зачищаю наждачкой, то есть немножко равняю эти торцы. Наждачку использую там где-то 600-400 грин. В общем, таким вот образом поравняли. Дальше на торец наношу клей, этот СМС. Наношу, промокнул. Да, еще очень важно, то есть я работаю в основном с кожей растительного дубления, то есть этот метод подходит только для кожи растительного дубления. Клеем СМС хромовую кожу так не загладить. Вот и все, выбираем потом нужный размер канавки, у нас получается здесь вот самый большой на сликере, и затираем. Если даже этого вот не хватает, то есть видно, что он по краям заглаживает, а центральный слой остается нетронутым, тогда я просто беру, допустим, вот таким образом еще дорабатываю. И в итоге полученный торец, вот уже заглаженный, я закрываю каким-то средством, которое бы защитило его от каких-то дальнейших механических повреждений. В принципе, технология обработки торца не изменилась, вот как год назад, допустим, я обрабатывал изначально, да, так и до сих пор ничего в этом не поменял. Вот, поменялось только средство. Разные я перепробовал, которыми вот закрываю именно в итоге сам торец. Пришел к решению, что грунт прозрачный от Финичи, это самый, для меня это пока самый идеальный вариант. Вот. То есть он в принципе создает гладкую прозрачную такую пленку, которая там при изгибах не повреждается, и пока ничего там у меня не потрескалось. В общем, практически на всех изделиях я использую его. То есть технология следующая. Я, допустим, наношу, если торец меня вполне устраивает там прокрас и все такое, то заканчиваю только вот этим грунтом и все, больше ничего не наношу. Если, допустим,
торец мне не нравится или нужно закрыть вот эту многослойность, то еще поверх этого средства можно красить, допустим, любой там краской для торцов от Финичи. В принципе, такой вариант я тоже рассматриваю, как бы делаю там на некоторых изделиях, но в данном случае я просто использую этот грунт. И все. То есть для меня не принципиально, что здесь будет там 3 слоя кожи видно. То есть это не то изделие, где нужно так заморачиваться. Вот. Наношу я просто вот таким вот инструментом. Можно наносить мелким поролоном. Сейчас покажу, может где-то есть у меня поролончик. Здесь главное не переборщить, то есть наносить нужно не очень толстым слоем. Даже вот такой вот покажу. Вот такой вот поролон, очень классный. Он мелкий и хорошо наносит краски, там такие средства. Но таким вот роликом все проделывается намного быстрее. Вот, собственно, и все. Работа над ножами закончена. Торцы почти уже высохли. То есть получились такие глянцевые. Этот грунт, он дает глянцевый эффект. Ничем финишировать, ничего наносить не буду. Кожа уже и так с каким-то финишем, то есть она плохо впитывает восковые пропитки. То есть можно нанести апритуру, но мне это как бы не нужно. Постоянно буду касаться ножен руками, и поэтому лучше сюда, если наносить, то что-то более натуральное, нежели там апритуры, жидкие или кремообразные. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.